Привет, друзья! Сегодня на связи с вами я, Анна Кучина. И тему, которую мы будем раскрывать, это взаимосвязь психики с вещами. И первое, что мне хочется сказать, это вводную теорию, вообще как это связано, чтобы вы понимали в дальнейшем нашу взаимосвязь, да, человеческую с вещами, не только человеческую, точно так это работает у животных. Расскажу несколько примеров. Первое, это принято считать, что внутреннее влияет на внешнее. То есть большинство сегодня тренингов, большинство эфиров психологов посвящено тому, что внутреннее состояние, оно меняет реальность, оно меняет внешнюю действительность и влияет на нашу окружающую среду. И это правда, это так и есть. Но мы часто забываем о том, что внешнее тоже имеет очень большое влияние на наше внутреннее. Как это происходит? Я сейчас вам объясню. Если вы посмотрите на вещи, которые вас окружают, и, например, притронетесь к детской кроватке вашего малыша или к вашей любимой игрушке с детства, вы посмотрите, что происходит у вас внутри. Да, ваше внутреннее состояние будет меняться, там будет какое-то умиление, доброта. И есть очень мощные вещи, притронувшись к которому мы получаем энергию. То есть вещи, первое, что нужно запомнить, они или дают энергию, или забирают. Практически в мире нету нейтральных вещей. И сейчас я говорю про те, которые дают. Если, например, вы притронетесь к своему свадебному платью, если вы уже замужем, это очень мощный посыл всегда. То есть, когда нет энергии, когда вы опустошена, вы всегда можете дотронуться к вещам, которые дают вам силу. И номер один здесь, конечно, свадебное платье или какая-то крыжма, в которой вас крестили. То есть, есть очень мощные вещи, которые мы храним, потому что они дают нам силы, когда их уже нету, когда они на исходе. Они дают силу жить. Есть вещи, которые у нас забирают энергию. Например, вы идете в красной юбке, к примеру, и с вами случается какая-то неприятная ситуация. Вот прямо дико неприятная. И ваша психика распознает все, что вокруг происходит, она считывает как то, что может послужить этому неприятному, да, то, из-за чего это может произойти. И точно так она считает эту красную юбку как причину неприятного в том числе. И дальше, если вы в любой другой день будете одевать эту красную юбку, состояние будет ухудшаться. То есть вы будете терять энергию. Внутри психика опять будет считывать, что она одела красную юбку, еще что-то будет неприятное. То есть внутри запускаются определенные физиологические процессы. Эти физиологические процессы связаны с нашим гормональным фондом, потому что когда с вами случилась неприятная история, запустился гормон стресса. Да, в нашем мозгу есть миндалевидная такая часть, которая запускает гормон стресса. И все, что находится вокруг, психика считывает как стресс, то, что дает вам стресс. Да, и неприятные. Соответственно, есть такие вещи, которые вы одеваете, а вам в них неприятно. Точно так в магазине вы можете мерить платье, и, может быть, оно вам подходит, но где-то в детстве у вас было похожее платье, была неприятная история, и вы говорите, ну, что-то мне в этом платье не очень. То есть психика делит все, можно так сказать, на черное и белое, да, вот в таком глобальном. То есть есть вещи, которые дают энергию, есть вещи, которые забирают. И первое, что нужно понимать, посмотря на свои вещи, если вы сегодня занимаетесь там разбором своего гардероба, если вы сегодня убираете квартиру и убираете завалы, это может касаться любой вещи, это не только касательно одежды, это и половник на кухне, это и кастрюльки. Есть кастрюльки, которые дают энергию, когда ты в них варишь борщ, а есть кастрюльки, которые прямо сильно забирают, которые ты достаешь, а это, она некрасиво выглядит, она там не доставляет удовольствия и так далее. И это же касательно вещей. Женщина таким образом создана в этом мире, что это говорит и Каббала, и в принципе мы видим это из психологии, что ее главная задача в этой жизни — это быть счастливой и получать удовольствие. И если что-то тебе не приносит сегодня удовольствие, какие-то носки, да, или какая-то юбка, имеет смысл от нее избавиться, потому что если оно не приносит удовольствия, оно забирает энергию. То есть то, что я читала касательно вещей, и очень с этим согласна, что любая вещь, которая нравится, например, новая футболка или новое платье, оно влияет на внутреннее состояние, потому что ты купил красивое платье, ты его одел, и оно не меняет тебя как женщину, но это платье дает дополнительный источник энергии. То
То есть это выглядит так, то есть вещь дает 100% энергии. У тебя было 100%, вещь дала еще 100%, поэтому на мероприятие мы, женщины, стараемся одеть какое-то новое платье, потому что так наша энергетика усиливается, мы чувствуем себя еще более уверенной, более лучше. То есть вот это платье, это внешнее повлияло на наше внутреннее состояние. Надеюсь, так вам понятно. Да? Или новые туфельки. И точно так есть вещи, которые уже не приносят удовольствия. То есть вещь, она может давать этот источник энергии какое-то определенное время. Крайне мало есть вещей, которые дают большой источник энергии годы спустя. Поэтому, чтобы вещь послужила, мы зачастую там, через несколько лет ее можем отдать какой-то подруге или просто передать, и там это будет новая вещь, и она еще будет служить, еще будет давать энергию. И мы, женщины, во всяком случае я предлагаю вам посмотреть на мир, на весь таким образом, что все вещи имеют сознание. И если здесь вещь дает энергию, и потом уже нет, мы всегда как женщины это чувствуем. Вот одеваем платье, а уже нету того эффекта. Тогда можно передать платье дальше, потому что эффекта нету, она уже энергию не дает. И какое-то время, она может быть нейтральна, а потом вещь, которая не пользуется, которая не приносит наслаждения, здесь внимание, она забирает 300% энергии, понимаете? То есть если вы одели нелюбимую вещь или вещь, которая не приносит вам удовольствия, которая вас, как говорят стилисты, не украшает, она забирает энергию. И не имеет смысла в этой жизни, энергия очень большой дефицит. И мы все, ко мне приходят на консультацию, потому что нету энергии двигаться дальше. Ко мне приходят на консультацию, потому что не могут привлечь интересного мужчину, и, соответственно, нету на это энергии. То есть на сегодняшний день энергия – это дефицит. И то, какое количество энергии у вас есть, это то, какое качество жизни вы обладаете. То есть, по сути, вы всегда можете померить это, я часто повторяю, деньгами. То есть ваши финансовые доходы вашей семьи всегда зависят от того, сколько у вас энергии. И если сегодня вы носите вещи, которые забирают вашу энергию, это глупо и бессмысленно. Потому что очень много инструментов сегодня направлено у женщин для того, чтобы энергии получить больше, а не для того, чтобы ее растрачивать, нося нелюбимые, неинтересные, не украшающие себя вещи. Это же касается и обстановки в вашем доме. Те картинки, те фотографии, да, те мелочи жизни, мелочи, которые вы пользуетесь, вазочка. Понимаете, есть такие старые вазочки, которые уже не хочется в них цветы ставить. А есть вазы, которые там попали вам от прабабушки, например, и вы хотите их ставить. Или новая ваза, которую вы купили. То есть любые примеры, вилки, ложки, ножи. Даже есть такие шутки касательно столовых приборов, что у каждого человека всегда есть какая-то ложка, которая не входит в этот набор приборов, и она приносит негативные эмоции. Так вот, я закликаю вас выбросить эту ложку, которая не приносит позитивные эмоции, потому что стоимость этой ложки и то, сколько она стоит, сколько вы потратите, чтобы ее купить, и то, сколько энергии уходит на вот это вот внутренний конфликт, что она вам не нравится, это же касается и одежды, это вообще несоизмеримо, понимаете? То есть ложка, например, стоит там, ну пускай $50, но забирает энергии она нам на 100, на 150. Вот, то есть каждая вещь, она или дает, или забирает. Это первый пункт, который я хочу сказать. Что у нас дальше? Дальше мы можем говорить о людях, для которых сложно отдать эту ложку, для которых сложно, в принципе, у которых на балконе всегда хранятся одна лыжа, для людей, которые хранят до сих пор джинсы, которые носили в школе, которые вот оставляют очень много вещей и не могут с ними расстаться. Им попросту жалко. Вот они вспоминают с любовью, они все время варятся в этих вещах, они иногда их перебирают, а иногда и не перебирают. Что можно об этом сказать? Если мы мы можем вернуться к пункту 1, если мы этим не пользуемся, значит оно уже не приносит радость, это автоматически, потому что наша психика хочет все-таки стремиться к жизни. Если вы сегодня сидите здесь передо мной, если вы смотрите этот курс, тогда вы стремитесь к жизни. Люди, которые стремятся себя украсить, купили курс по стилю, это однозначно ваша психика стремится к жизни. Она хочет получать еще большее количество энергии, потому что с помощью красивых вещей вы будете более видны в этом мире, вы будете более заметны, вы будете более прекрасны, вы будете нести вот это счастье и удовольствие в мир, соответственно, получая обратную связь в виде денег, в виде взгляда мужчин, да, в виде улучшения качества своей жизни и так далее. И если есть вещи, которые вы не носите, психика просто не хочет туда смотреть. Она говорит, это фу, да, это мы не носим. Но мы их все равно складируем. Зачем? А складируем мы по одной и той же причине.
нами до сих пор руководствуются страхи, которые принадлежат вообще совершенно не нам, а нашим пра-пра-пра каким-то. Потому что когда-то вещи были большим дефицитом, понимаете? Когда-то наши бабушки, прабабушки имели одну юбку на выход и одну юбку для того, чтобы вести хозяйство. И им очень сильно везло, если у них были сапоги, например. Да? А иногда были сапоги одни на всю семью. И если вы сейчас закроете глаза и представите, что случится с вами, вот конкретно с вами, если вы лишитесь этих всех вещей, которые сегодня есть у вас, что с вами будет? И вы можете увидеть, что там у вас внутри. Вам страшно, вам обидно, какие-то эмоции. И это вообще совершенно вам не принадлежит, потому что сегодня есть самая доступная одежда — это second-hand. То есть сегодня никто не имеет одну юбку, понимаете? Сегодня есть одежда в огромном доступе. Есть недорогие торговые марки, когда вы можете себе это все обновлять и опять-таки улучшать свое внутреннее состояние. Но мы до сих пор живем старыми программами, до сих пор живем старыми страхами накопительства. Не дай бог что-то отдать, потому что это все дефицит. Здравствуй, Советский Союз, когда все было в дефиците, и невозможно было, одни сапоги покупались на 10 лет. И я вспоминаю своих соседок, которые хранили детские кроличьи шубы, пока там не заводились червяки и моль просто в огромном количестве. Потому что эту шубу надо оставить, когда у тебя родятся внуки. Эту кроличью шубку надо оставить. То есть сегодня уже никто не оставляет кроличьи шубки нашим, слава богу, детям, да, у кого есть дети, например, как у меня. Ну, я не оставляю какую-то одежду для его детей. Понятное дело, что сегодня одежды столько, обуви столько, и она, в принципе, доступна, чтобы ее купило следующее поколение. Но так было не всегда. Если мы посмотрим еще 200 лет назад, да, тогда это было по-другому, тогда это все ткалось, все было, это абсолютно ручная работа, это был огромный труд, и каждую вещь ее хранили очень долго, просто потому, что не было другой. И сегодня я вас приглашаю избавиться от этого страха, посмотреть, закрыть глаза, посмотреть, кому принадлежит этот страх накопительства, почему вы сегодня Плюшкин, если у вас это есть, и передать этот страх тому, кому он принадлежит. Это может быть ваша прабабушка, ваш прадедушка, но это может быть даже ваша мама и папа, если они такие. И это даст, во-первых, возможность вам выйти на новый уровень сознания, на новый уровень жизни, потому что, живя в старых программах, что чего-то может не быть, даже подсознательно, если вы накапливаете вещи, тогда значит, что подсознательно у вас живут эти страхи, и они не дают двигаться к новому уровню жизни. Да, они дают двигаться к богатству, к какой-то счастливой, хорошей, свободной жизни, потому что эти вещи, чем больше их накапливается, тем больше они забирают энергию, и тем больше мы живем в этих непонятных эмоциях, которые вообще нам не принадлежат. И если вы от этого избавитесь, если вы сегодня сядете, переберете все, устроите у себя порядок, да, посмотрите, приносит вещь удовольствие, не приносит, и отдадите эти все страхи вашим предкам, это гарантированно выведет вас, освободит огромное, колоссальное количество энергии, выведет вас совершенно на другой уровень, вот поверьте. Потому что есть различные способы. Я, например, каждый год летаю в Индию, мы делаем очень сильные практики, холотропное дыхание. Я сама расстановщик, то есть есть крутые технологии, которыми сегодня можно изменить свою жизнь. И есть что-то простое, что доступно абсолютно каждому человеку без специалиста. Например, взять какую-то шуфлядку и разгрести ее. И всегда ты после уборки этой шуфляды чувствуешь себя там или этого шкафчика гораздо легче, гораздо лучше. И я вам дам такую технику, которой пользуюсь сама, которой меня научили расстановщики. Когда вы убираете в какой-то области у себя в доме, когда вы перебираете какой-то шкафчик с вещами, когда вы перебираете какие-то носочки, трусики на предмет того, они вам приносят удовольствие или не приносят, я предлагаю назначить это место и представить себе, что вы убираете не только в шуфляде с носками, да, или с платьями, и в какой-то сфере вашей жизни, где сегодня недостаточно энергии. Например, отношения с мужем, или в принципе отношения с мужчинами, или, например, отношения с деньгами. И когда вы это назначаете, да, вот просто так себе и говорите, что сейчас я убираю не только здесь, а и в такой-то, такой-то сфере вашей жизни.
вы увидите, что у вас появится, во-первых, больше вдохновения там что-то делать, потому что наладить отношения с деньгами это всегда очень приятно, согласитесь, или там в отношениях с мужем. И в Индии так и говорят, что если у тебя в каком-то месте есть плохая карма, начни хотя бы что-то делать ради этого. То есть, если уже нету возможности там пойти к психологу или как-то проработать эту историю, начни делать хотя бы какие-то физические действия. И пример, который они приводят, это вот точно такое. То есть ты делаешь уборку или перебираешь вещи, убирая все лишнее из своей сферы. То есть вы и в вещах убираете, и в той сфере жизни, в которой вам сложно. И вот увидите, наша психика таким образом работает, то есть это же про нейронные связи, то есть это не эзотерика, это реально психика, и вы увидите, что в этой сфере у вас тоже улучшится. И это такой великолепный фокус-покус, который владеем мы как женщины. Просто перебирая кастрюльки, мы можем наладить какую-то сферу нашей жизни и научить этому наших детей. Это прекрасное качество. Следующее, что мне хочется сказать, то есть люди, которые живут в накопительстве, которые живут в огромном количестве вещей, это люди, внутри которых есть какой-то хаос. И когда мы живем в таком хаосе, это отображается абсолютно на всех сферах нашей жизни. Потому что наша психика не может хорошо функционировать, когда энергия, да, гормональный фон, он идет на подавление каких-то вот этого хаоса. Понимаете, когда у вас есть хаос на столе, то нужен, например, дополнительные ресурсы, чтобы что-то найти, или чтобы сфокусировать свое внимание, или чтобы там вы комфортно себя чувствовали. То есть, когда мы сидим в беспорядке, или в каком-то хаосе, или в нахламлении кучу вещей, да, в шкафу, когда есть много вещей, которыми есть вещи, которыми пользуемся, которыми не пользуемся, то есть у нас внутри происходит хаос. И для того, чтобы сконцентрироваться, нам нужна дополнительная энергия. И я очень сильно про то, чтобы быть в ресурсе, потому что когда мы в ресурсе, когда мы энергичная, интересная, классная женщина, тогда мы сексуальная, тогда все в жизни классно, быстро, хорошо происходит, легко. Нас приглашают везде, нас хотят с нами дружить, предлагают нам прекрасную работу, у нас прекрасные взаимоотношения с противоположным полом, потому что энергия освобождается. А так мы всю энергию тратим, не всю, но большую часть мы тратим на преодоление этого хаоса, на вот эти огромное количество вещей. Да, и когда у нас есть там 2 пары джинс, 4 футболки и 3 платья, это для нашей психики гораздо спокойнее, понимаете, когда все есть упорядочено, чем когда у нас 10 джинсов, из которых мы 5 вообще никогда не одеваем, 3 мы носим иногда на картошку или в лес. То есть, когда вот такое вот происходит хотя бы в этих вещах какой-то хаос, у нас уже внутри очень много энергии задействовано, чтобы вот этот хаос преодолеть. Понимаете, о чем я? То есть, наведение вот такого порядка, разложение всего по полочкам, оно дает много ресурсов. И этим классно пользоваться.